Добро пожаловать! Сегодня в этом видео мы будем читать по-русски и слушать русскую речь. Мы будем заниматься чтением и аудированием. Как мы будем это делать? Если вам нужны субтитры, вы их можете включить на русском, испанском или английском языках. В этом видео есть две части. Первая – аудирование, когда мы слушаем русскую речь. Вторая – чтение, где я буду читать, вы будете смотреть текст, и я буду объяснять какие-то слова и выражения. Можете сначала послушать подкаст, послушать историю без текста, а потом посмотреть текст и прочитать его со мной, или можете наоборот включить сначала чтение, а потом включить аудирование, историю. Так что решайте, как хотите. Что мы будем слушать и что мы будем читать? Есть книга на русском языке, которая называется «Как папа был маленьким». Русский писатель Александр Раскин. В этой книге очень много рассказов, много историй для детей. И я выбрала один рассказ, одну историю, которая мне нравится. Она забавная, смешная и очень поучительная. Все истории поучительные. Это значит, что они учат детей чему-нибудь, как, например, себя нужно вести в ситуации, как нужно поступать, что нужно делать или что не нужно делать. Итак, история называется «Как папа бросил мяч под автомобиль». Это история про маленького мальчика. Я вас очень прошу, чтобы вы написали мне в комментариях, понравилось ли вам это видео, две части, нравится ли вам работать так, и понравился ли вам этот рассказ. Итак, давайте начнем. Сначала аудирование, а потом чтение. Или наоборот, как хотите. Можете включить сначала чтение, а потом аудирование и послушать эту историю без текста. Выбирайте вы сами. Как папа бросил мяч под автомобиль. Когда папа был еще маленьким и жил в маленьком городе Павлово-Посаде, ему подарили большой мяч удивительной красоты. Этот мяч был как солнце. Нет, он был даже лучше солнца. Во-первых, на него можно было смотреть, не щурясь. И он был ровно в 4 раза красивее солнца, потому что он был 4 цветов. А солнце ведь только одного цвета, да и тот трудно разглядеть. Один бок у мяча был розовый, как пастила, другой – коричневый, как самый вкусный шоколад. Верх был синий, как небо, а низ зеленый, как трава. Такого мяча еще никогда не видели в маленьком городе Павлово-Посаде. За ним специально ездили в Москву. Но я думаю,
что и в Москве было мало таких мячей. На него приходили смотреть не только дети, но и взрослые. «Вот это мяч!» — говорили все. И это был действительно прекрасный мяч. И папа очень гордился. Он вел себя так, как будто этот мяч он сам выдумал, сделал и раскрасил в 4 цвета. Когда папа гордо выходил на улицу играть своим прекрасным мячом, со всех сторон сбегались мальчишки. «Ой, какой мяч!» — говорили они. «Дай поиграть!» Но папа хватал свой мяч и говорил: «Не дам, это мой мяч, ни у кого такого нет. Его привезли из Москвы. Отойдите, не трогайте мой мяч». И тогда мальчишки сказали: «Эх ты, жадина!» Но папа все равно не дал им своего чудесного мяча. Он играл с ним один, а одному играть очень скучно. И жадный папа нарочно играл около мальчишек, чтобы они ему завидовали. И тогда мальчишки сказали так: «Он жадный, не будем с ним водиться». И 2 дня они с ним не водились. А на 3-й день сказали так: «Мяч у тебя ничего, это верно. Он большой и раскрашен здорово. Но если бросить его под машину, он лопнет, как самый плохой черный мячик. Так что нечего так уж задирать нос». «Мой мяч никогда не лопнет», — гордо сказал папа, который к тому времени так зазнался, как будто его самого выкрасили в 4 цвета. «Еще как лопнет!» — смеялись мальчишки. «Нет, не лопнет». «А вот идет машина», — сказали мальчишки. «Ну, что же ты, бросай?» Или испугался? И маленький папа бросил свой мяч под машину. На минуту все замерли. Мяч прокатился между передними колесами и угодил под правое заднее колесо. Машина вся перекосилась, переехала мяч и помчалась дальше. А мяч остался лежать совершенно невредимым. «Не лопнул, не лопнул!» — закричал папа и побежал к своему мячу. Но тут раздался такой шум, как будто выстрелили из маленькой пушки. Это лопнул мяч. И когда папа добежал до него, он увидел только пыльную резиновую тряпку, совсем некрасивую и неинтересную. И тогда папа заплакал и побежал домой. А мальчишки хохотали изо всех сил. «Лопнул, лопнул!» — кричали они. «Так тебе и надо, жадина!» Когда папа прибежал домой и сказал, что сам бросил свой чудный новый мяч под машину, его сразу же отшлепала бабушка. Вечером пришел с работы дедушка и тоже отшлепал его. При этом он говорил: «Бью не за мяч, а за глупость». И долго еще потом все удивлялись, как это можно было бросить такой хороший мяч под машину. Только очень глупый мальчик мог сделать это, говорили все.
И долго еще все дразнили папу и спрашивали: «А где же твой новый мяч?» И только один дядя не смеялся. Он попросил папу все рассказать ему с самого начала. Потом он сказал: «Нет, ты не глупый». И папа очень обрадовался. «Но зато ты жадный и хвастливый», — сказал дядя. «И это очень печально для тебя. Тот, кто хочет один играть со своим мячиком, всегда остается ни с чем. Так бывает и у детей, и у взрослых. Так будет и у тебя всю жизнь, если ты останешься таким же». И тогда папа очень испугался и заплакал изо всех сил и сказал, что он не хочет быть жадным и хвастливым. Он плакал так долго и так громко, что дядя поверил ему и купил новый мяч. Правда, он был не так красив, но зато все соседские мальчишки играли этим мячом. И было весело, и никто не дразнил папу жадиной. Как папа бросил мяч под автомобиль. Когда папа был еще маленьким и жил в маленьком городе Павлово-Посаде, ему подарили большой мяч удивительной красоты. Этот мяч был как солнце. Нет, он был даже лучше солнца. Во-первых, на него можно было смотреть, не щурясь. Посмотрите глагол «щуриться». Щуриться от солнца. Это когда мы смотрим на солнце и нам больно глаза, поэтому мы их закрываем, мы прикрываем глаза, мы щуримся от солнца или от света. Щуриться от света. И он был ровно в 4 раза красивее солнца, потому что он был 4 цветов. А солнце ведь только одного цвета, да и тот трудно разглядеть, трудно увидеть, какого цвета солнце, трудно разглядеть. Один бок у мяча был розовый, как пастила. Что значит пастила? Вы знаете? Это русская сладость, это десерт. И пастила розового цвета. Я не знаю, какие ингредиенты и как готовить пастилу, но я знаю, что ее делают из фруктового пюре. И она розовая. Поэтому один бок, с одной стороны, один бок у мяча был розовый, как пастила. Другой коричневый, как самый вкусный шоколад. Вверх, то, что наверху, был синий, как небо, а низ внизу зеленый, как трава. Такого мяча еще никто не видел в маленьком городе Павлово-Посаде. За ним специально ездили в Москву. Но я думаю, что и в Москве было мало таких мячей. На него приходили смотреть не только дети, но и взрослые. «Вот это мяч!» — говорили все. Это выражение, когда мы чувствуем удивление, восхищение. Вот это да, вот это мяч. И это был действительно прекрасный мяч. И папа очень гордился. Глагол «гордиться». Это чувствовать, чувство гордости, да? Быть гордым, чувствовать гордость, чувствовать себя
хорошо чувствовать себя радостно за другого человека или за себя. Например, я горжусь своими детьми. Это значит, что я знаю, я чувствую, что мои дети прекрасные, что у них все получается. Мгм. Или я горжусь собой. Это значит, что у меня все получается. Я рада за себя. Он вел себя так, как будто этот мяч он сам выдумал, сделал и раскрасил в 4 цвета. Когда папа гордо, да, мы видели уже глагол гордиться, гордо, с гордостью, гордиться, выходил на улицу играть своим прекрасным мячом, со всех сторон сбегались мальчишки. Глагол «сбегаться» и «сбежаться» – это когда все из разных сторон в центр. Да? Сбежаться все в центр, со всех сторон. «Ой, какой мяч!» – говорили они. «Дай поиграть». Но папа хватал свой мяч и говорил: «Не дам, это мой мяч, ни у кого такого нет, его привезли из Москвы, отойдите, не трогайте мой мяч». И тогда мальчишки сказали: «Эх ты, жадина!» Что значит жадина? Жадина или жадный человек – это тот человек, который никому не дает свои вещи. Например, у меня есть ручка, и вы мне говорите: «Мария, дай мне, пожалуйста, ручку». А я говорю: «Нет, я тебе не дам, это моя ручка». Значит, я жадина, я жадная. И глагол «жадничать», то есть не давать никому ничего. Посмотрите выражение: «Какой ты жадный» или «какая ты жадная». И глагол с глаголом «не жадничай», да? «Не будь жадиной». Но папа все равно не дал им своего чудесного мяча. Он играл с ним один. А одному играть очень скучно. И жадный папа нарочно это значит специально, играл около мальчишек, чтобы они ему завидовали. Он играл рядом с мальчишками, чтобы они ему завидовали. Завидовать глагол, и зависть, да, это такое чувство, когда у кого-то что-то есть, и я тоже хочу, чтобы у меня это было. Например, у моего соседа есть машина, я тоже хочу эту машину, и я думаю: ай, у моего соседа есть машина, как плохо, а у меня нет такой машины. То есть я завидую своему соседу, я тоже хочу. Как же я тебе завидую. И тогда мальчишки сказали так: он жадный, не будем с ним водиться. Водиться – это значит дружить. Мы не будем его другом, мы не будем с ним дружить, не будем с ним играть, не будем с ним водиться. И 2 дня они с ним не водились. А на 3-й день сказали так: мяч у тебя ничего. Это значит, мяч у тебя хороший. Это верно. Он большой и раскрашен здорово. Но если бросить его под машину, он лопнет.
он лопнет, как самый плохой черный мячик. Так что нечего так уж задирать нос. Посмотрите, задирать нос – выражение, которое значит гордиться. Да, я задираю нос. Задирать нос – это значит поднимать нос кверху. Это значит гордиться. Ай, я задираю нос, я горжусь, я самая лучшая, мой мяч самый красивый. Хорошо? Это задирать нос, гордиться чем-то. Но это плохое качество. Это плохо мы делаем, когда задираем нос. Это совсем нехорошо. Мой мяч никогда не лопнет. Гордо сказал папа, который к тому времени так зазнался, как будто его самого выкрасили в 4 цвета. Зазнаться – это то же самое, что и задирать нос. Это очень плохо – зазнаваться, задирать нос. Это нехорошо. Еще как лопнет, смеялись мальчишки. Нет, не лопнет. А вот идет машина, сказали мальчишки. Ну, что же ты? Бросай. Или испугался? И маленький... Ай-яй-яй, у меня убежала. И маленький папа бросил свой мяч под машину. На минуту все замерли. Замерли, глагол «замереть», это значит, все были неподвижны. Никто не двигался, никто не шевелился, все смотрели и не двигались. Мяч прокатился между передними колесами и угодил под правое заднее колесо. Угодить – это значит попасть. Да? Мяч прокатился перед передними колесами, не попал под передние колеса, но попал под заднее колесо. Машина вся перекосилась. Перекосилась – это значит, что машина ехала прямо, ровно, но потом мяч попал под колесо, и машина перекосилась, она наклонилась. Переехала мяч и помчалась дальше. Глагол «мчаться» или «помчаться» значит поехать очень быстро. Угу. Например, «Куда ты так мчишься?» «Куда ты так мчишься?» «Почему ты идешь так быстро?» Или «Почему ты едешь так быстро?» Да? А мяч остался лежать совершенно невредимым. Невредимый – это значит, что с ним ничего не случилось. Все хорошо, ничего не случилось. «Не лопнул, не лопнул!» – закричал папа и побежал к своему мячу. Но тут раздался такой шум, как будто выстрелили из маленькой пушки. Выстрелить. Пуф! Это выстрелить. Это лопнул мяч. И когда папа добежал до него, он увидел только пыльную резиновую тряпку, совсем некрасивую и неинтересную. И тогда папа заплакал и побежал домой. А мальчишки хохотали изо всех сил. Хохотать – это значит смеяться очень громко, изо всех сил, очень сильно, очень громко. «Лопнул, лопнул!» – кричали они. «Так тебе и надо, жадина!» Выражение «так тебе и надо» – это значит, ты это заслужил. Ты получил то, что ты должен был получить, то, что ты заслужил.
Когда папа прибежал домой и сказал, что сам бросил свой чудный новый мяч под машину, его сразу же отшлепала бабушка. Шлепать, отшлепать – это значит бить. Это когда ребенка шлепают по попе. Угу. Вечером пришел с работы дедушка и тоже отшлепал его. При этом он говорил: «Бью не за мяч, а за глупость». И долго еще потом все удивлялись, как это можно было бросить такой хороший мяч под машину. Только очень глупый мальчик мог сделать это, говорили все. И долго еще все дразнили папу и спрашивали: «А где же твой новый мяч?» Глагол «дразнить» – это значит смеяться над кем-то. И только один дядя не смеялся. Он попросил папу все рассказать ему с самого начала. А потом он сказал: «Нет, ты не глупый». И папа очень обрадовался. И здесь глагол «радоваться», «обрадоваться». Он стал очень радостным, он был очень рад, он был очень счастлив. Но зато ты жадный и хвастливый. Хвастливый человек – это тот человек, который говорит: я самый лучший, я самый красивый, у меня есть машина, у меня есть красивый дом. Человек, который хвастается. Да? Сказал дядя. И это очень печально для тебя, это очень плохо для тебя. Тот, кто хочет один играть со своим мячиком, всегда остается ни с чем. Да? То есть у него ничего нет. Так бывает и у детей, и у взрослых. Так будет и у тебя всю жизнь, если ты останешься таким же. И тогда папа очень испугался. Глагол «испугаться» ему стало очень страшно. И заплакал изо всех сил. Изо всех сил мы уже видели, это значит очень сильно. И сказал, что он не хочет быть жадным и хвастливым. Он плакал так долго и так громко, что дядя поверил ему и купил новый мяч. Правда, он был не так красив, но зато все соседские мальчишки играли этим мячом. И было весело, и никто не дразнил папу жадиной. Вот мы с вами прочитали этот рассказ, объяснили интересные слова и выражения. Я думаю, надеюсь, что вам понравилось это упражнение. Не забудьте написать мне в комментариях, что вы думаете об этом рассказе. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго и увидимся очень скоро.